Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео будем вязать панно в детскую, но не обычное панно, панно метрику. Я буду использовать пряжу Yarnat Jeans Plus, здесь 55% хлопок, 45% полиакрил, в 100 граммах 160 метров. Производитель рекомендует использовать крючок 5 мм, но я буду использовать 4,5 мм. Для вязания мне понадобится 5 цветов. Схему лисички вы в интернете точно такой же не найдете, потому что эту схему я делала сама. И вот такая вот она у меня получилась. На схеме, когда я делала, правда, я использовала немножко другие цвета, чтобы отличить, где какой цвет. Фон у меня будет серым цветом, лисичка рыжая с белым. И вот эти вот дополнительные элементы, где мы будем вывязывать, они у меня будут молочного цвета. На них я буду вышивать дату рождения, вес, рост и время, а также имя вверху. Вот здесь я напишу, вышью имя. И скажу я вам по секрету, что это панно я буду вязать впервые вместе с вами. Поэтому, если найдете какие-то ошибки, напишите. И еще забыла показать, что для панно нам нужна еще деревянная вот такая вот палочка. И хотела бы сказать спасибо своему папе за предоставление данного материала. И давайте приступим к самому вязанию. Всего в каждом ряду в нашем панно будет по 46 столбиков без накида. И как я уже говорила, что полностью весь фон у меня будет серого цвета. А то, что у меня здесь нарисовано серым цветом, я буду вязать молочного цвета. И вот смотрите, сразу виден косяк, узелочек на пряже. Но скажу вам сразу, что этот узелок только у меня был на молочном цвете. Больше никаких косяков не было. Берем серую пряжу. Вы можете заменить цвет пряжи, использовать другой цвет, не такой, как у меня, а тот, который у вас есть. В принципе, можно так заменить все цвета. Делаем начальную петлю и набираем 47 воздушных петель. И давайте наберем самостоятельно. 47 петелек мы набрали. Далее будем вязать столбики без накида. Самую первую петлю мы пропускаем и начинаем вязание со второй петли. И всего в первом ряду получится 46 столбиков без накида. Кстати, вяжем мы, захватывая рабочую нить сверху вниз, чтобы у нас вязание получилось такими крестиками. Вот, видите, как крючок? Сверху вниз. Сверху вниз и вытаскиваем. И так вяжем столбики без накида. Первый ряд вяжем полностью одним цветом. И давайте сейчас провяжем самостоятельно первый ряд. Всего должно получиться 46 столбиков без накида. Довязали первый ряд, и вот что у нас получилось. Сейчас делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Будем начинать вязать с самой первой петли. Вот с этой. И давайте посмотрим на схему, что у нас здесь получается. Здесь уже во втором ряду нужен дополнительный цвет. Итак, значит, мы вяжем 30 столбиков серым цветом, 1 столбик уже бежевым цветом, 17 серым цветом, 1 бежевым цветом и 1 серым цветом. В общем, вяжем сейчас 30 столбиков без накида. 30 столбик не довязываем до конца. На крючке у вас должно остаться 2 петли. И сейчас я вам все подробно покажу. Давайте провяжем 30 столбиков. Вот, смотрите, довязала я 30 столбик, но не провязываю 2 петли. И сейчас сразу мы меняем цвет на бежевый, а точнее это молочный цвет. Будем называть молочным. И дальше провязываем 1 столбик без накида молочным цветом, но также его не довязываем до конца. Вот 2 петли на крючке, а дальше у нас снова замена цвета. Меняем цвет на серый, так как нам здесь нужен только 1 столбик молочного цвета. Меняем, провязываем уже серой ниточкой
Так, и вот, посмотрите, у нас уже один столбик без накида получился молочного цвета. Далее нам нужно провязать 13 столбиков без накида серым цветом. Ниточку молочного цвета мы прячем вовнутрь вязания, то есть в столбике без накида вовнутрь. И тянем ее до следующего столбика, где нам нужна уже ниточка молочного цвета. Вот, то есть она не остается позади, она всегда с нами, ниточка эта. Провяжем 13 столбиков самостоятельно. 13 столбик не довязываем. И вот, смотрите, 13 столбик. Я его не довязала до конца, 2 петли на крючке. И уже меняем цвет на молочный. Здесь нам нужно провязать еще один столбик молочного цвета. Далее нам нужно провязать столбик серого цвета, самый последний. Поэтому меняем снова ниточку. И провязываем один столбик серого цвета. Ниточку молочного цвета мы всегда держим на изнаночной стороне. И все ниточки, которые у нас остаются, мы их оставляем на изнаночной стороне, не на лицевой. Итак, провязали второй ряд, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Так, мы провязали второй ряд. Далее смотрим по схеме. В третьем ряду мы начинаем вязать серыми ниточками 2 столбика без накида. Далее меняем цвет, то есть второй столбик мы не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Вяжем один столбик молочного цвета, тоже не довязываем его до конца. Снова меняем цвет на серый. Далее вяжем один столбик серого цвета. Не довязываем его до конца, меняем ниточку. Так, и смотрите, что же нам нужно дальше связать. А дальше нам нужно провязать 9 столбиков без накида молочного цвета. Поэтому ниточку серого цвета мы тянем за собой. То есть она у нас должна лежать вовнутри столбиков без накида, которые мы вяжем молочным цветом. То есть ниточку мы тянем за собой, потому что она нам дальше понадобится. И 9 столбик без накида мы также не довязываем до конца. То есть мы будем менять цвет на серый. Вот, смотрите, 2 петли на крючке, 9 столбик, не довязываем, меняем цвет. Дальше нам нужно провязать один столбик без накида. Все ниточки тянем за собой. Меняем цвет снова на молочный. Один столбик без накида молочным цветом. Не довязываем до конца. Меняем цвет на серый. Далее нам нужно провязать, смотрим по схеме, 3 столбика без накида серым цветом. Третий столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на молочный. Молочный цвет тянем за собой. Он должен у нас лежать вовнутри столбиков без накида. 1, 2. И третий столбик мы не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Поменяли. И далее смотрим по схеме, что нам нужно провязать. А дальше нам нужно провязать 27 столбиков молочного цвета. И так как у нас один столбик серого цвета в конце, поэтому ниточку серого цвета мы тянем за собой. И вяжем 27 столбиков, 27 столбик без накида молочного цвета не довязываем до конца, будем менять цвет на серый. Итак, довязала последний столбик, не довязала его до конца, меняем цвет на серый. Ниточку молочного цвета оставили на изнаночной стороне. Сюда ее уже не берем на последний столбик. И провязываем последний столбик серым цветом. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание. Дальше будем вязать 4-й ряд. Итак, вяжем
Один столбик без накида серым цветом, меняем цвет на молочный. Дальше нам также нужно будет провязать 27 столбиков молочного цвета. Серую ниточку тянем за собой. Она у нас должна лежать вовнутри вязания. Итак, смотрите, нам нужно провязать 27 столбиков без накида молочного цвета. Далее будем менять цвет и будем вязать 4 столбика серого цвета. Далее 11 молочного и 3 серого цвета. 27 столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Вот, смотрите, что у нас получается с лицевой стороны. Ниточку серого цвета, которая она у нас лежит вовнутри вязания, можно немножко подтянуть, либо же потом расправить все хорошо, чтобы все хорошо лежало, ничего не стягивало, не выпирало. Так, меняем цвет на серый. Провязываем 4 столбика серым цветом. 4-й столбик мы не довязываем до конца. То есть тот столбик, который у нас последний перед заменой цвета, мы его не довязываем до конца, а меняем цвет. 3 и 4-й столбик меняем цвет на бежевый, молочный точнее. Почему-то мне хочется назвать этот цвет бежевым. Итак, смотрите, здесь нужно провязать 11 столбиков молочным цветом. Далее 3 столбика серым. Итак, вяжем. Ниточка серого цвета нам нужна дальше, потому что в конце мы будем вязать 3 столбика серым цветом, поэтому она у нас лежит внутри вязания, внутри столбиков без накида. Тянем ее за собой. Итак, давайте провяжем 11 столбиков самостоятельно. 11 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет. Провязали 11 столбиков, 11 столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый и вяжем 3 столбика серого цвета. Нить молочного цвета оставляем на изнаночной стороне. Провязываем последний столбик без накида, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. И вот что у нас получилось. Далее будем вязать 5-й ряд. Делаем 2 столбика без накида, 1 и 2 не довязываем до конца. Будем менять цвет на молочный. Поменяли цвет. Далее нам нужно провязать. Смотрим по схеме. Так, здесь у нас 2 столбика мы провязали. И дальше нам нужно провязать 13 столбиков без накида молочного цвета. Вот 13 столбиков. Далее 3 столбика серого цвета и 27 молочного. Здесь у нас будет все повторяться в этой части. Далее смотрите, 6-й и 7-й ряд будут повторяться. Будут точно такие же, как и 5-й. Потому что здесь повторяется все. И в этой части тоже все повторяется. То есть вяжем все по рисунку. И продолжаем вязать 5-й ряд. Поменяли цвет на молочный и вяжем 13 столбиков без накида молочного цвета. Серую ниточку мы тянем за собой внутри вязания столбиков без накида. И последний 13 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет. Довязали 13 столбик, меняем цвет. Меняем цвет на серый. Серую ниточку можно подтянуть, так как видите, здесь немножко торчит она. Подтянули, расправили. И все. И продолжаем вязать дальше. Меняем цвет. Ниточку молочного цвета тянем также за собой. Провязываем
3 столбика серого цвета. Третий столбик не довязываем, меняем цвет на молочный. Ниточку серого цвета тянем за собой. И сейчас мы вяжем 27 столбиков без накида молочного цвета. И давайте довяжем этот ряд до конца, все по рисунку. И провяжем еще 6 и 7 ряд также по рисунку. Итак, довязала я 7 ряд. 7 ряд у меня был лицевой. Сейчас мы будем вязать 8 ряд. Вот, смотрите, что у нас получается с лицевой стороны. И дальше будем вязать 8 ряд. Смотрим по схеме, как будем вязать дальше. Итак, это мы провязали 7 ряд. Дальше будем вязать 8 ряд. 1 серого цвета, 27 молочного, 2 серого, 1 молочного, 1 серого, 11 молочного цвета. Ну и здесь чередуем молочный-серый. И начинаем вязать. Так, воздушную петлю я уже сделала. Вяжем 1 столбик серого цвета и меняем сразу же нить. И дальше вяжем 27 столбиков без накида молочного цвета. Серую ниточку мы тянем за собой. То есть она у нас лежит внутри вязания, внутри столбиков без накида. И смотрите, я здесь провязала 27 столбиков, 27 не довязала до конца, меняем цвет на серый. Здесь также ниточку подтягиваем, распрямляем, если что-то сильно затянулось, чтобы наше панно не было волной, чтобы оно было ровное. Так, меняем цвет на серый. Вяжем 2 столбика серого цвета. Ниточку молочного цвета также тянем за собой. Второй не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Дальше вяжем 1 столбик молочного цвета. Не довязываем до конца, меняем цвет на серый. 1 столбик серого цвета. Меняем цвет на молочный. И вяжем 11 столбиков молочного цвета. Серую ниточку также тянем за собой. Итак, смотрите, здесь провязываем 11 столбиков. Далее 1 серым, 1 молочным и 1 серым цветом. И вяжем самостоятельно. Довязали 11 столбик. Также здесь все подтягиваем, разравниваем. Вот так. И продолжаем вязать дальше. Здесь мы меняем ниточку на серый цвет. 1 столбик серым цветом. Меняем цвет на молочный. 1 столбик вяжем молочным цветом. И дальше меняем цвет на серый. Ниточку молочного цвета держим на изнаночной стороне. И последний столбик у нас будет серого цвета. Довязали. Далее 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и будем вязать 9 ряд. И давайте посмотрим по схеме. 9 ряд мы будем вязать 1 серого цвета, 1 молочного, 2 серого. Далее 9 молочного, 2 серого, 1 молочного, 2 серого, 27 молочного и 1 серого цвета в конце. Предупреждаю сразу, что ниточки у вас будут запутываться, поэтому периодически их нужно распутывать, чтобы было удобно вязать. Итак, вяжем 1 столбик серого цвета, меняем цвет на молочный. Далее
Один столбик молочного цвета. Меняем цвет на серый. Два столбика серого цвета. Второй не довязываем до конца. Будем менять цвет на молочный. Меняем цвет. Так. И далее будем вязать 9 столбиков без накида молочного цвета. Ниточку серого цвета также тянем за собой. Довязали 9 столбик. Меняем ниточку на серую. Далее вяжем 2 столбика без накида серого цвета. И второй столбик не довязываем до конца, меняем ниточку на молочный цвет. Так, далее провязываем один столбик молочного цвета. Не довязываем его до конца, меняем ниточку на серый цвет. Далее вяжем 2 столбика серого цвета. Второй не довязываем до конца, меняем ниточку на молочный цвет. Меняем ниточку. И дальше вяжем все по рисунку. 27 столбиков без накида молочного цвета и 1 столбик в конце серого цвета. И давайте провяжем самостоятельно. Ниточку, где нужно, подтягивайте, все разравнивайте. Довязали 9 ряд. И далее, смотрите, будем вязать уже 10 ряд. Вот что у нас уже получилось. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И давайте посмотрим по схеме, что же вязать дальше. А дальше уже в 10 ряду вяжем 31 столбик серым цветом и 2 молочным, 9 серым, 2 молочным и 2 серым цветом. Ниточку молочного цвета мы тянем за собой. Она должна у нас быть внутри вязания, внутри столбиков без накида серого цвета. Здесь уже берем ниточку молочного цвета и уже она у нас будет внутри столбиков. И давайте провяжем самостоятельно 31 столбик без накида серым цветом. Тридцать первый столбик без накида не довязываем до конца, здесь уже меняем цвет. И давайте посмотрим, что у нас получается. Также разравниваем, распрямляем этот ряд, чтобы ниточка, которая у нас бежевая была внутри столбиков, не стягивала наше панно. Так, меняем цвет. Дальше нам нужно провязать 2 столбика молочным цветом. 1. Второй не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Далее провязываем 9 столбиков без накида серым цветом. Ниточку молочного цвета тянем за собой внутри вязания. Вяжем. Итак, 9 столбик не довязываем до конца. Здесь мы меняем нить на молочный цвет. Ниточку молочного цвета подтягиваем, чтобы у нас ничего там не торчало, не стягивало. Меняем цвет. Вяжем 2 столбика молочного цвета.
Один, второй столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Один. Ниточку молочного цвета перекидываем на изнаночную сторону и вяжем 2 столбика серым цветом. Дальше воздушную петлю разворачиваем в вязание. Будем вязать 11 ряд. Смотрим по схеме. В 11 ряду у нас будет 46 столбиков без накида серым цветом. Здесь мы уже в этом ряду не будем менять цвета. Просто вяжем серым цветом 46 столбиков без накида. Ниточку молочного цвета мы оставляем на месте. С собой ее не берем. И давайте провяжем самостоятельно. Довязали до конца 11 ряд. Сейчас мы начнем вязать 12 ряд. В 12 ряду у нас уже будет присутствовать рыжий цвет и белый. И давайте посмотрим по схеме. Сейчас нам нужно будет провязать 12 столбиков без накида серым цветом. Далее мы будем уже вязать 6 столбиков без накида рыжим цветом. Далее 10 столбиков без накида белым цветом. И дальше будем вязать также 6 столбиков без накида рыжим цветом и 12 серым. И сейчас, я надеюсь, вам понятно все объясню. Так как здесь в центре рыжий и белый цвет, а по бокам серый и молочный, и чтобы не тягать туда-сюда молочный и серый цвет, я просто заправлю сюда дополнительно с одного клубочка еще по ниточке с одной стороны и со второй стороны. То есть смотрите, здесь я уже молочный цвет достала, но он пока нам еще не нужен. Откладываем его на потом. И с моточка серого цвета достаем изнутри еще дополнительную ниточку. Вот она досталась. На удивление она досталась очень хорошо. Обычно у меня сразу куча ниток выскакивает. Это хорошо. Итак, смотрите, этой ниточкой, которая у нас здесь, мы будем вязать с этой стороны. Дополнительной ниточкой мы будем вязать с другой стороны. Это касается ниточки молочного цвета. Та, которая у нас осталась с правой стороны, оставляем, а новую ниточку присоединяем с другой стороны. Надеюсь, вам все понятно. И давайте начнем вязание. Так. И давайте начнем вязать. Вяжем 12 столбиков серого цвета. 12 столбик не довязываем до конца. Будем менять цвет. Довязали. 12 не довязываем до конца. Здесь уже присоединяем рыжий цвет. Маленький отрезок нити, который остался, оставляем на изнаночной стороне. И сейчас вяжем 6 столбиков без накида рыжим цветом. Серую ниточку уже оставляем ее, мы не тянем за собой. С другой стороны мы уже будем вязать другой ниточкой серого цвета. Шестой столбик без накида не довязываем до конца. Здесь мы уже будем вязать белым цветом. Берем клубочек. Белая ниточка, кстати, намного грубее, чем все остальные на ощупь. Она такая более твердая, кажется, более грубая. И также меняем цвет на белый. Ниточку оставляем на изнаночной стороне, кончик нити. Рыжий цвет уже тянем за собой. Он нам нужен и с другой стороны. Так, вяжем 10 столбиков без накида белым цветом. Десятый столбик не довязываем до конца.
Так, далее меняем цвет, берем рыженький цвет, тоже подтягиваем, разравниваем, чтобы ничего не стягивало, не выпирало. Меняем цвет на рыжий и дальше вяжем 6 столбиков без накида рыжим цветом. Ниточку белого цвета оставляем на месте. То есть вот оставляем ее на изнаночной стороне, так как она дальше нам не нужна. Последний шестой столбик без накида мы не довязываем до конца, меняем цвет на серый. То есть здесь берем уже дополнительную ниточку, которую мы достали изнутри клубочка. Также ее оставляем кончик нити на изнаночной стороне. Потом эти все ниточки в конце мы спрячем. Так. И начинаем вязать 12 столбиков без накида серым цветом. Нить рыжего цвета мы оставляем на месте. И до конца ряда вяжем серым цветом. Давайте провяжем самостоятельно. Довязали 12 ряд, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Будем дальше вязать 13 ряд. В 13 ряду у нас уже будет с правой стороны. Нам нужно будет вязать уже еще плюс молочным цветом. То есть у нас там ниточка молочного цвета осталась, просто ее поднимаем выше. Вяжем 1 столбик без накида серого цвета, не довязываем его до конца. Здесь уже меняем ниточку на молочный цвет. Серый цвет тянем за собой. И давайте посмотрим схему. Нам нужно провязать 6 столбиков без накида молочным цветом, 5 столбиков без накида серым цветом. Далее вяжем все по рисунку, так как есть. И начинаем вязание. Меняем цвет, поменяли цвет на молочный и вяжем 6 столбиков без накида молочным цветом. Ниточку серого цвета тянем за собой. Она у нас должна лежать внутри вязания, внутри столбиков без накида. Вяжем. Шестой столбик без накида не довязываем до конца, будем менять ниточку на серый цвет. Так, меняем нить. Разравниваем, не забываем. Поменяли. Ниточку молочного цвета оставляем. Она нам сейчас пока что уже не нужна в этом ряду. И дальше вяжем 5 столбиков без накида серым цветом. Пятый столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. И пятый меняем цвет. Ниточку серого цвета также оставляем, не тянем ее за собой. Поменяли, все подтянули, что нужно. И дальше вяжем по рисунку. 6 столбиков без накида рыжим цветом, 10 белым, 6 рыжим и 12 серым цветом. Шестой не довязываем до конца, меняем цвет на белый. Ниточку рыжего цвета тянем за собой. Вяжем 10 столбиков белым цветом. 10 столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Здесь хочу сразу сказать, что ниточки ой-ой-ой как будут запутаны, поэтому нам нужно будет их распутывать. Ниточки, которые у нас от клубочка. Но я всегда вяжу до последнего, пока уже конкретно они не запутаются, потом только начинаю их распутывать.
Довязали. 10 столбик не довязываем до конца. Меняем цвет на рыжий. Белую ниточку оставляем. В этом ряду она уже нам не нужна. Меняем цвет на рыжий и дальше вяжем. Так, здесь нам нужно подтянуть немножко рыжий цвет, потому что торчит, распрямить. И продолжаем вязать. Вяжем 6 столбиков без накида рыжим цветом. Не довязываем последний столбик до конца. Меняем цвет на серый. И вяжем. Нити рыжего цвета оставляем, за собой ее не тянем. И дальше вяжем 12 столбиков без накида серым цветом. И давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. Довязали до конца ряда. Вот что у нас получилось. И смотрите, следующие два ряда, это получается 14 и 15, будут повторяться. То есть вяжем все по рисунку так, как есть. Видите, они все цвета повторяются. И давайте два ряда провяжем самостоятельно, потом мы с вами встретимся. Итак, смотрите, я провязала еще два ряда, то есть я провязала 15 ряд и закончила вязание. Вот что получилось. Дальше будем вязать 16 ряд. А в 16 ряду мы уже будем вязать молочным цветом и с левой стороны. Здесь мы будем уже вязать нитью дополнительной, то есть изнутри клубочка молочного цвета. Вяжем 2 серым цветом, 8 столбиков без накида молочным цветом, 2 серым цветом, а дальше лисичка повторяется. Все вяжем по рисунку. Итак, начинаем вязание. Вяжем 2 столбика без накида серым цветом, второй столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Так, берем ниточку молочного цвета дополнительную и начинаем вязание. Кончик нити оставляем с изнаночной стороны. Так. И провязываем 8 столбиков молочным цветом. Ниточку серого цвета тянем за собой, так как нам нужно потом еще провязать 2 столбика серым цветом. Итак, 8 столбиков провязали, 8 не довязали до конца, меняем цвет на серый. Ниточку молочного цвета мы оставляем на изнаночной стороне. Вяжем 2 столбика серым цветом. Второй не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Ниточку серого цвета также оставляем на изнаночной стороне. Меняем. И вяжем все по рисунку. Давайте провяжем самостоятельно по рисунку. Довязали лисичку, поменяли цвет на серый. Далее будем вязать таким образом. Вяжем, смотрите, 3 столбика серым цветом, 6 молочным и 3 серым. Вяжем 3 столбика без накида серым цветом. 1, 2 и 3. Не довязываем до конца. Меняем ниточку на молочный цвет. Нить серого цвета мы тянем за собой. Она у нас будет лежать внутри вязания.
Вяжем 6 столбиков молочного цвета. Нити очень запутанные. Может, как-то можно и решить эту проблему? Напишите, если кто знает. Последний столбик, 6-й, не довязываем. Меняем цвет на серый. И вяжем серым цветом 3 столбика без накида. Так, здесь я забыла подтянуть ниточку. Давайте подтянем ее, чтобы все там разровнялось. Все было ровно. И дальше продолжаем вязать 3 столбика без накида. 2 и 3. Довязали ряд до конца, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Итак, давайте начнем вязать 17 ряд. Посмотрим по схеме. Итак, смотрите, вот эта часть, где мы провязывали 16 ряд, останется такой же. Видите, 17 ряд, вот здесь все провязываем по узору. Только вот здесь уже начинаем вязать немножко по-другому. С одной и с другой стороны вяжем на один столбик больше. Получается, здесь будет 10 столбиков молочного цвета. И давайте провяжем до того места, где у нас изменяется количество столбиков, самостоятельно по рисунку. Начинаем 3 столбика без накида серым цветом, 6 молочным, 3 серым, 6 рыжим, 10 белым, 6 рыжим. И дальше мы с вами встретимся. Меняем цвет. И вяжем дальше самостоятельно. Итак, смотрите, здесь я уже провязала один столбик серым цветом. И его не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Ниточку серого цвета берем ее с собой, потому что в конце нам нужен также серый цвет. И сейчас вяжем 10 столбиков без накида молочным цветом. 10 столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Так, довязали 10 столбик. Здесь мы его не довязываем до конца, меняем цвет. Немножко здесь подтягиваем серую ниточку. Все разравниваем. И вяжем еще один столбик серым цветом. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. А этот ряд мы довязали. Дальше будем вязать 18 ряд. То есть у нас, смотрите, здесь получается четные ряды. Это изнаночные, нечетные это лицевые ряды. И давайте посмотрим по схеме. Итак, начинаем вязать мы с этой стороны. Значит, здесь остается количество столбиков неизменным, так как и в прошлом ряду. А здесь количество столбиков рыжим цветом увеличивается на 1. Белым цветом провязываем 8 столбиков, здесь 7. И дальше мы также все вяжем по рисунку. И давайте сейчас провяжем самостоятельно до белого цвета, а дальше мы с вами будем вязать вместе. А здесь по бокам просто на один столбик провязываем рыжим цветом больше. Итак, довязала. Довязала я 6 столбиков без накида рыжим цветом. Провязываем 7, но не довязываем до конца. Меняем цвет на белый. И вяжем белым цветом 8 столбиков без накида. Рыжий цвет прячем вовнутрь вязания белым цветом.
И вяжем последний 8-й столбик без накида, не довязывая его до конца. Далее подтягиваем рыжую ниточку, расправляем все и меняем цвет. Ниточки все должны быть на изнаночной стороне. И начинаем вязать 7 столбиков без накида рыжим цветом. И дальше провязываем все по рисунку до конца ряда. Провязала я 18 ряд, сейчас будем вязать 19 ряд. Смотрим по схеме. И теперь нам нужно провязать 5 столбиков без накида серым цветом, 5 столбиков молочным цветом, 2 серым, 8 рыжим, 6 белым и 8 рыжим, ну и дальше по рисунку. Белым цветом мы вяжем здесь последний ряд. Дальше вяжем по рисунку. И начинаем вязание. Вяжем 5 столбиков без накида серым цветом. 5-й столбик не довязываем до конца, меняем цвет. Четыре. И 5-й не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Вяжем 5 столбиков без накида молочным цветом. 5-й также не довязываем до конца, будем менять цвет. Серую ниточку берем с собой внутрь вязания. И 5-й столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Все подтягиваем. Ниточку молочного цвета оставляем. Вяжем 2 столбика серым цветом, второй не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Так. Вяжем 8 столбиков без накида рыжим цветом, серую ниточку оставили. Так, не довязываем до конца, меняем нить на белую. Рыжий цвет берем с собой вовнутрь вязания. Вяжем 6 столбиков без накида белым цветом, 6-й столбик не довязываем до конца. И дальше вяжем 8 рыжим цветом, 1 серым, 10 молочным и 1 серым цветом. Меняем нить на рыжую. Так, подтягиваем все. Все выровняли. И продолжаем вязать дальше. И давайте сейчас провяжем самостоятельно до конца ряда. Провязали 19 ряд до конца. Ниточка белого цвета нам уже не нужна, но я ее отрезать не буду. Я ее оставлю, и потом, когда мы уже будем вязать мордочку, я ей же продолжу вязать. А мы сейчас приступаем вязать 20 ряд. Вяжем 1 серым, 10 молочным, и здесь уже дальше идет 2 серым цветом. Далее 20 столбиков рыжим цветом. Дальше идет серый цвет, вяжем 3 столбика без накида серым цветом, 5 столбиков молочным цветом и
5 столбиков в конце серым цветом. И давайте сейчас провяжем самостоятельно вот эту часть по рисунку и дальше встретимся. Довязали по рисунку, провязали один столбик серым цветом и вяжем еще один столбик, второй, серым цветом, но не довязываем его до конца, меняем цвет на рыжий. Так, поменяли и дальше вяжем 20 столбиков без накида рыжим цветом. Вяжем. И давайте сейчас провяжем 20 столбиков без накида рыжим цветом, потом самостоятельно провяжем 3 столбика серым, 5 столбиков молочным цветом и 5 столбиков серым цветом. И этот ряд довяжем самостоятельно до конца. Двадцатый ряд довязали. Сейчас начнем вязать 21 ряд. Смотрим по схеме, как вяжем дальше. Здесь мы вяжем 5 столбиков серым цветом, 7 столбиков молочным цветом, 1 столбик серым. Далее по рисунку вяжем рыжим цветом 20 столбиков. И здесь также провязываем по рисунку, так как видим. Изменения у нас будут только в этой части. И начнем вязание. Вяжем 5 столбиков серым цветом. Пятый не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Молочным цветом вяжем 7 столбиков без накида. Нить серого цвета тянем за собой. Она у нас лежит внутри вязания, внутри столбиков без накида. Седьмой столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Все здесь подтягиваем, разравниваем. Меняем цвет на серый, провязываем один столбик без накида серым цветом, не довязываем его до конца. Сразу же меняем цвет на рыжий. Поменяли. И дальше вяжем все по рисунку, так как видим. И давайте сейчас довяжем этот ряд до конца по рисунку. Довязали 21 ряд, и вот что у нас получилось. Далее будем вязать 22 ряд. Здесь мы будем вязать таким образом. Один столбик серым цветом, один молочным, один серым, 6 столбиков без накида вяжем молочным цветом, далее 1 столбик серым цветом, 1 столбик молочным цветом и дальше 3 столбика без накида серым цветом. Здесь уже у нас на 2 столбика будет меньше рыжим цветом, получается 18 столбиков без накида нам нужно провязать рыжим цветом. Дальше 2 столбика серым цветом, 5 столбиков молочным цветом и 7 столбиков серым цветом. И давайте начнем вязание. Ниточки у меня уже конкретно запутались. Ну ладно, продолжим вязание. Чуть позже я их распутаю. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем один столбик серым цветом, не довязываем его до конца, будем менять цвет на молочный. Ниточку оставляем на изнаночной стороне. Один столбик молочным цветом. Также не довязываем его до конца, меняем цвет на серый. Далее один столбик серым цветом.
Также не довязываем до конца, меняем ниточку на молочный цвет и будем вязать 6 столбиков без накида молочным цветом. Так, ниточку серого цвета тянем за собой, она нам еще понадобится. Вяжем 6 столбиков без накида. Шестой столбик не довязываем до конца. Меняем цвет на серый. Поменяли. Вяжем один столбик серым цветом, меняем цвет. Один столбик молочным цветом. Меняем цвет на серый. И вяжем 3 столбика без накида серым цветом. Ниточку молочного цвета оставляем, она нам уже не понадобится в этой части вязания. Третий столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. И теперь вяжем 18 столбиков без накида рыжим цветом. Давайте провяжем эти столбики самостоятельно. Далее мы с вами встретимся. 18 столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Далее вяжем 2 столбика без накида серым цветом. Один. Второй столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. И молочным цветом вяжем 5 столбиков без накида. Так, забыли ниточку серую. Два, 3, 4. Пятый столбик без накида не довязываем до конца. Меняем цвет на серый. Поменяли. Далее до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида серым цветом. Сейчас, наверное, буду уже распутывать эти все нити, потому что неудобно вязать. И довязали до конца ряд, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И вот что у нас получилось. Далее будем вязать 23 ряд. Смотрим схему. Итак, в 23 ряду вот эта часть у нас остается такой же, как мы и вязали. Вот здесь количество столбиков серым цветом увеличивается на 1. И рыжим цветом мы провязываем 16 столбиков. Далее 4 столбика серым цветом, 1 молочным, 8 серым цветом, 1 молочным и 1 серым цветом. И давайте начнем вязание. Вяжем также 7 столбиков без накида серым цветом, 5 молочным цветом и 3 серым цветом. Меняем цвет на молочный.
Поменяли. Вяжем 5 столбиков без накида молочным цветом. Пятый столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Так, меняем цвет, подтягиваем. Вяжем дальше 3 столбика без накида серым цветом. Третий столбик не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. И вяжем 16 столбиков без накида рыжим цветом. Шестнадцатый столбик без накида не довязываем до конца. Меняем цвет на серый. Далее вяжем 4 столбика без накида серым цветом. Два, три. Четвертый не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Вяжем 1 столбик без накида молочным цветом, его же мы не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Поменяли. Дальше вяжем 8 столбиков без накида серым цветом, ниточку молочного цвета тянем за собой. В конце нам нужно будет провязать еще 1 столбик молочным цветом. Не довязываем до конца. Последний столбик, 8, меняем цвет на молочный, провязываем 1 столбик молочным цветом, также его не довязываем до конца, меняем цвет на серый. В конце провязываем 1 столбик серым цветом. Далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Так. Дальше будем вязать 24 ряд. Смотрим по схеме. Итак, здесь нам нужно провязать 2 столбика серым цветом, 1 молочным цветом, 6 столбиков серым цветом, 1 молочным цветом, 6 столбиков серым цветом. И здесь уже, видите, дополнительный белый цвет идет. Поэтому провязываем 2 столбика рыжим и 10 столбиков белым цветом, 2 рыжим, 4 серым, 5 молочным и 7 серым цветом. Начинаем вязание. Вяжем 2 столбика без накида серым цветом, второй столбик не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Вяжем 1 столбик без накида молочным цветом, также его не довязываем до конца. Меняем цвет на серый. Далее вяжем 6 столбиков без накида серым цветом. Молочный цвет берем за собой. Он будет лежать внутри вязания. Шестой столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. Так, провязываем 1 столбик без накида молочным цветом. Не довязываем его до конца, меняем цвет на серый. И дальше вяжем 6 столбиков без накида серым цветом. Шестой столбик без накида не довязываем до конца.
Здесь должна была получиться гиря, но как-то она не совсем на гирю похожа, больше похожа на корзинку. Но да ладно, как-нибудь потом изменим. Вяжем дальше. Шестой столбик не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Рыжим цветом вяжем только 2 столбика без накида, второй столбик также не довязываем до конца, менять будем цвет на белый. Меняем цвет на белый. Вот смотрите, я здесь ниточку не отрезала, когда мы вязали грудку лисички, поэтому я ее беру и начинаю вязать. Я думаю, что здесь просто такая полосочка будет на изнаночной стороне, ничего страшного не случится. И вяжем 10 столбиков без накида белым цветом. Забыли рыжий цвет. Он нам также нужен в конце. Итак, 10 столбик без накида белым цветом не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Здесь все подтягиваем, поправляем, начинаем вязать. Так. Один столбик. Второй не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Серым цветом будем вязать 4 столбика без накида. Четвертый не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. И дальше будем вязать все по рисунку. Ничего у нас дальше не меняется. Ох, ниточки запутанные очень мешают вязать. Вроде и распутала, но не до конца. Пятый столбик не довязываем до конца, меняем нить на серый цвет. И дальше серым цветом вяжем 7 столбиков без накида до конца ряда. 24 ряд довязали до конца, и смотрите, по схеме рыжий цвет нам уже здесь не нужен пока что, он нам понадобится вверху, вот здесь, поэтому его можно уже отрезать, чтобы не мешал. И молочный цвет также мы отрезаем, потому что молочным цветом вязать с правой стороны нам уже не нужно. Отрезаем рыжий цвет, а также отрезаем и молочный цвет и убираем. И смотрим по схеме, как же нам вязать 25 ряд. 16 серым цветом вяжем, 14 белым, 7 серым цветом, 6 молочным и 3 серым цветом. И начинаем вязание. Делаем воздушную петлю и с самой первой петли начинаем вязать. Вяжем 16 столбиков без накида серым цветом. 16 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на белый. Довязали, далее меняем цвет на белый. Так,
И вяжем 14 столбиков без накида белым цветом. Также 14 столбик без накида мы не довязываем до конца, будем менять цвет на серый. И давайте провяжем самостоятельно 14 столбиков белым цветом. 14 столбик не довязали до конца, меняем цвет на серый и будем вязать 7 столбиков без накида серым цветом. Седьмой столбик не довязываем до конца, меняем цвет на молочный. И вяжем 6 столбиков без накида молочным цветом. Ниточку серого цвета тянем за собой внутри вязания. Не довязываем до конца 6 столбик, меняем цвет на серый и вяжем 3 столбика без накида серым цветом. И этот ряд довязали до конца, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И вот что у нас получилось. Вот эти боковые стеночки не совсем как-то видны, поэтому буду что-то изменять в этом. И смотрите, нить молочного цвета с левой стороны также нам уже не нужна, мы все провязали. Поэтому отрезаем, убираем. И сейчас нам осталось провязать последний ряд в этой части мастер-класса. Дальше мы будем вязать уже в следующей части мастер-класса, в следующем видео. И начинаем вязать. И давайте посмотрим, как же вязать 26 ряд. Здесь мы провязываем 13 столбиков серым цветом, 20 столбиков белым цветом и 13 столбиков серым цветом также. Давайте начнем вязание. Так, начинаем вязать, вяжем 13 столбиков без накида серым цветом, 13 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на белый. Довязали 13 столбик, далее меняем цвет, берем ниточку белого цвета и вяжем 20 столбиков без накида белым цветом. 20 столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет на серый. Довязали 12 столбик, меняем цвет. И серым цветом провязываем 13 столбиков без накида до конца ряда. И на этом первая часть нашего мастер-класса заканчивается. Далее выйдет следующее видео, следующий мастер-класс, где будет вторая часть. И во второй части мы уже довяжем это панно полностью до конца. Когда выйдет вторая часть, ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. А вы не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. До встречи!